Привет, это Навальный. Вот посмотрите, пожалуйста, на мое задержание. Так, не выкрикивай, ничего не делай. Аккуратно. Да, я все слышу. Ничего не выкрикивай. Рапорта будет писать. Алексей Коридор, для вас специально. Спокойно. Как видите, задерживают меня без какой-то разумной причины. Сопротивления я не оказываю, лозунги не выкрикиваю, руками не размахиваю. Тем не менее, ночь я провел в отделении полиции, а на следующее утро российский суд посадил меня на 15 суток за то, что я оказывал сопротивление, отталкивал полицейских, выкрикивал лозунги и размахивал руками. И мы, конечно, показывали судье эту видеозапись, только никакого впечатления она на него не произвела. Судья сказал: ну, мало ли, что у тебя там на экране, у меня вот смотри, показания полицейских о том, что ты сопротивлялся, отталкивал, размахивал и выкрикивал. К чему я это все рассказываю? А к тому, что сегодня я выиграл у правительства России в Европейском суде сразу 7 дел, касающихся задержаний и арестов, включая вот этот самый, который я вам только что показал. Я доказал, что все они были незаконными. Показания, которые давали полицейские, были ложными, а человек, которого в России по какому-то недоразумению называют судьей, это просто преступник, выносящий приговоры по так называемому телефонному праву. Позвонили ему из Кремля со словами «вот этого сажай», вот он и сажает. С одной стороны, это новость хорошая. Я добился своего, я доказал, что прав, а правительство теперь мне еще и компенсацию выплатит. Ему только нужны деньги, деньги, деньги. С другой стороны, это же все просто чудовищно, потому что показывает, насколько испорчена и извращена в России и правоохранительная, и судебная система. Ведь по каждому из этих многочисленных дел был судья, был прокурор, были полицейские, которые меня задерживали и писали ложные рапорты. Это все десятки и сотни людей. И все они, просто не моргнув глазом, совершали тяжкие преступления, давали ложные показания и привлекали к ответственности заведомо невиновного. И это они все сделали со мной, все-таки я человек достаточно известный. И меня во время каждого задержания снимают 10 камер. Так просто подумайте теперь, какой тогда правды в российском суде может добиться простой человек, которого не знают журналисты, и который тем более живет где-то в регионе. Да и вся эта система его просто сожрет с потрохами, отнимет у него имущество и сломает ему жизнь, и никто за него никогда не заступится. А даже вот эта вот компенсация, которую мне выплатят, ведь ее вычтут не из зарплаты судьи, который вынес незаконное решение. Эти деньги мне выплатит Минюст из бюджета. А значит, фактически каждый гражданин России, вот каждый из вас должен будет отдать пару копеек из своего кармана и тем самым компенсировать преступления порочной и продажной судебной системы. Нужны нам такие суды? Нет, не нужны. В том числе поэтому я участвую в выборах президента, потому что я хочу сделать так, чтобы судебная система в России была независимой и честной. И каждый человек в регионе, в Москве, в любом месте мог добиться справедливости в своем районном суде. И не нужно будет ему бегать во всякие европейские суды по правам человека. Если вы меня поддерживаете, я буду очень рад вашей подписи за мое выдвижение. Ссылка есть в описании. И подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.